Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что сегодня собрались на этот очень и очень ответственный шум. Да-да-да, поэтому вот немножко так вот техника, и вот это все сбивается, вот это все, графики переносятся. Даже не вовремя начав сегодняшний шум в 22:07, мы таким образом как бы демонстрируем, что все не так-то просто и может меняться. 15 мая, то есть завтра, визит в Стамбуле уже по версии средств массовой информации становится многодневным. Ну, то есть техническая встреча произойдет 15-го, а там, гляди, 16-го что-то, а может и 17-го, а почему бы и нет? Ну, вот так это все сейчас выглядит. И вообще обнуляет игру Зеленского, в смысле я пройшов тебе нема. Есть такая украинская песня «Підманула, підвела». Поэтому, друзья, ну, сами понимаете, да, все меняется, все как бы в таком очень ручном режиме. Будем все обсуждать в нашем шуме. Начнем традиционно, хоть я читал в комментариях вчера, что сколько можно, да что это, мол, такое, это просто затягивание времени. Нет, это наше с вами единство, наша игра в города. Кто откуда, пишите, и вы прям уже пишете, вы пишете Хабаровск, Чернигов, вы пишете о том, что вы, ну вот с Королева, Москва, Запорожье, Дрезден смотрит шум прямо из галереи. Ух ты, ничего себе. Потрясающе просто и здорово, что там нам передают приветы и из Москвы, и отовсюду. Вот отовсюду нам передают приветы, и вот лично мне всегда очень и очень радостно, что Харьков вместе с Екатеринбургом, Саратовом, Казанью, Бровары, Уганда тоже вместе с нами, Алматы, Тула, Волгоград, Москва, опять Воскресенск, село Шум. Что, серьезно, Наталья, село так называется у вас? Шум? Класс. Сталинград смотрит, спасибо. Нью-Мехико, вау, Гродно, Барселона с нами. Ну, это просто необыкновенно. Там Турция, Минск, Уфа, Краснодар, Москва, Краснодон, Павлоград с нами. И Днепр тоже на связи. Спасибо большое и вам. Спасибо большое за то, что поддерживаете. Спасибо большое за то, что участвуете в опросе. Он сегодня у нас такой. Значит, все гипотетически, да? Если Путин, вот так вот выглядит опрос, встретиться с Трампом и Зеленским в Стамбуле. Ну вот, все-таки эта встреча произойдет, да? Как вы думаете, это признак чего? Ну и как бы варианты ответов. Силы, слабости, капитуляции Украины и Запада. Украина и Запад присягнул, потому что имеется в виду вот те планы. О них там сегодня Нарышкин говорил, о том, что никуда не делись по расчленению России. То есть была определенная задумка, сценарий, вот как бы через войну в Украине повлиять на Российскую Федерацию. Поэтому я пристегнул, но по сути вот эта тройка, она как бы решит судьбу войны в плане того, что вот эти планы, они уходят в историю, Украина вот остается с чем есть, ей там худо-бедно помогают, и, в общем, все закончится. Вот я просто расшифровал этот вариант, потому что, может, непонятно, капитуляция, почему Украина и Запада, может, России. Ну, в общем, силы, слабости, капитуляции. Или этого не будет, и вообще этот опрос бессмысленен. Сейчас это вот 72%. Слушайте, сегодня вышел рейтинг КМИС о том, что украинцы доверяют Зеленскому на 74% целиком и полностью. Я обалдел, конечно, с тех цифр, но тем не менее. Значит, это прекрасно. Дрезден приветствует, Рига с нами, Кировоград. Значит, лайки, обязательно ставьте лайки. Италия, город Бари, Кострома, центр Европы. Прям самый-самый центр, тот, который в Украине, тоже подходит. Мадрид, пишу каждый день, и вот наконец-то. Спасибо большое. Луганск с нами. Севастополь, Сан-Франциско, город в стиле диска. В общем, друзья, спасибо большое за то, что откликаетесь на эту игру в города. Она беспрецедентна. Вот я считаю, беспрецедентно важна. Начнем, как бы попытаемся, да, понять, что происходит непосредственно с того, вот с чем вот вышел, да, вот совсем недавно Зеленский. Ну, то есть целый день
мусолили и как бы с прищуром следили за тремя сторонами. Причем самое интересное, я хочу с вами поделиться тоже своим наблюдением, за Европой не следили. Ну вот как. Они там ходили что-то, выходили, какие-то заявления громкие делали. Макрон там вчера отметился, ну поздно вечером, он уже говорит, все, Украина не может помогать. Ну то есть точнее как, Украине мы можем помогать и будем помогать, но все оружие мы отдали. Опять намекая на США, что США, давай присоединяйся, будешь с нами, и все будет как бы замечательно, мы не бросим Украину, но все уже сделали. И начинает там вот эта вот история всплывать с контингентами, некими контингентами с стран коалиции желающих после перемирия длительного или постоянного, после Стамбула, в общем. Но самое интересное, что вот это после Стамбула в Европе обсуждается больше. А непосредственно сама Европа, она выглядит так, как будто она хочет воевать. Она вот хочет воевать, накачиваться оружием, Украину накачивать. Мерц при его внешнем виде, ну, такого, ну, знаете, вот можно спорить. Мне кажется, что Шольц даже мужественнее Мерца выглядит. Это на мой вкус, на мое восприятие. Кто-то может со мной не согласиться. Сегодня вообще вышел, говорит, все, будем строить самую сильную армию в Европе, немцы, вперед. Ну, как бы сказано и сказано. Другое дело, что вообще государству Германия запрещено вот это все, то, что высказывает Мерц, но заявление сделал. Так вот, Европа осталась за бортом, мне кажется. Вот абсолютно за бортом. У нее вообще никто ничего не спрашивает. Нет, конечно, вышел министр иностранных дел Макрона из Франции и говорит, Франция и США возьмут за горло Россию. Ну, то есть так вот, тоже потужно. Они вот такое ощущение, какой-то заряд потужности не проходит с прошлых выходных, когда вот этот вот визит был, когда в поезде ехали. Причем интересная новость перед нашим эфиром вышла. YouTube и X как-то отморозились, а вот TikTok начинает прям пессимизировать, убирать из строки поиска вот эти все разные, там же разное есть видео, там с разных камер. Опять-таки, нам всем показывают одну камеру. Камер было очень много. И фото, и видео, и можно там реально можно разглядеть, что это было, салфетка, ложечка, и почему ее прятали, и можно было и пояснение узнать. И, в общем, люди этим делятся в соцсетях, ТикТок сносит это все. Очень странная история, но тем не менее. Так вот, не выветрилась еще эта потужность, и они вот такие мощные, потужные заявления сегодня делали, но как бы оно все сути дела не касалось. Все равно главная тема мейнстрим, так как кто же будет? А кто же будет? А как же будет? К вечеру этот мейнстрим никаким образом не развеялся, потому что к вечеру выходит вот Зеленский, причем делает это он, ну вы понимаете, да, на двух языках. Ну, в конце-то. Glory to Ukraine. Слава Украине. Значит, комментарий хочу, значит, там, он отметил здесь бойцов, понятное дело, потому что про бойцов ничего не сказал, потому что в вечернем обращении, вот эти 5-минутки, 4-минутки, которые он выдает, о них никак, а как бойцы обижаются. Вот это вот символ того, что он после вечернего обращения тут начал отмечать Сырского, что как героические бойцы, что все боевые действия это не наш выбор, это наша оборона, оборона против оккупанта, ответы на все вопросы об этой войне, почему началась. В общем, пафос, да, пафос. В общем, Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не боимся встреч завтра в Турции. Вот так. Ну, Сибига уже в Турции отправился, он с Фиданом. Не успел подтянуть, но он там очень так улыбался, так радовался, поговорил с Фиданом. Там и начинается встреча неформальная лидеров министров НАТО, иностранных дел. Рубио уже в полете, может, приземляется сейчас там недалеко лететь от, ну, там, Саудовской Аравии, Ближнего Востока, Катара. То есть, ну, как бы и Сибига уже там говорит, будем готовы. Но примечательно, что ничего не говорится, а вообще, а что за состав переговорной группы? А кто туда вошел? Кто есть кто? Причем это не делается ни с украинской, это не делается ни с российской стороны. Если российская сторона действительно, она, ну вот как бы так правильно сказать, значит, ну,
она вот, российская сторона, она играет в интригу, украинская не знает, что делать. То есть мы выкатили крутой ультиматум вчера, в общем, Путин, приезжай, если нет, ты боишься. Ермак сегодня сделал красиво в прессе «Ля Монд». Ну, к Ермаку можем вернуться, почему бы и нет. В общем, Зеленский говорит, готовится визит в Турцию. Сегодня позицию Украины мы будем очень детально представили всем партнерам. Ну, то есть мы всем сказали, что мы там собираемся делать. Я хочу всем поблагодарить за поддержку. Очень важен сигнал, что нужно прекращение огня, длительное, безусловно. Очень важен также сигнал, что нужны прямые переговоры на самом высоком уровне. Наконец-то кто-то умный нашелся, да, там, с образованием международников и говорит, что прямые переговоры — это не два президента сели, перетерли на табуретке у папы. Прямые переговоры — это одна делегация с директивами и вторая делегация, да. Но там же проблема, нельзя же вроде как разговаривать. Или можно. Ну вот, ну, в общем, себе он не запрещал, а делегации, Зеленский, тоже возникают вопросы. Ну, в общем, прямые на самом высоком уровне. Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопрос войны, это его война, поэтому с ним должны быть переговоры. Так решил Зеленский. Вот тут тоже очень интересный момент. Он так решил. Сегодня он там отметил заявление стран Северной Европы, Балтии, всем дякует, всех благодарит, сильные какие-то шаги, сильное заявление, еще раз спасибо, в общем. И вот тут он как бы намекает на Китай, потому что Китай за прекращение огня и переговоры. Штаты ясно и недвусмысленно говорят, что тоже лидеры должны встретиться. Ну, опять-таки, то есть Штаты — это кто? Трамп вообще выдал сентенцию такую очень интересную. То есть, если он будет, то я буду. Ну, в общем, но без меня его не будет. Ну, в общем, накрутил, навертел. Ну, говорит, в принципе, у меня день на завтра запланирован. То есть, очень много работы, очень много всего. Но я выберусь там, если что, там я подлечу, подскочу. Это вот как-то Трамп об этом говорит, понимаете? То есть, Трамп, он не играет, он подыгрывает в эту игру. Да, что, мол, Путин, приезжай. Вообще, конечно, это такая конспирологическая история. А чё это они так все переполошились? Все прям должны, Путин приехать должен, Путин еще что-то. Ну, в общем, какая-то странная вещь в этом всем происходящем. Причем самое интересное, что Зеленский тоже, получается, очень большая тайна. Да? А кто же представляет, кто входит в переговорную группу? Почему большая тайна? Потому что по составу переговорщиков обычно становится понятно, да? По составу переговорщиков становится ясно, что, собственно, происходит, на каком уровне, где, что и как, что, как говорится, почем. Вот приходят свежие кадры, это вот прямо сейчас, как я уже и сказал, что да, приземлился нормально, хорошая посадка. Госсекретарь Марко Рубио прибыл в Анталию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО. В Белеке, в поселок Белек пройдет вот эта, собственно, встреча. Вообще, сразу начинается уже антикриз к вечеру. В западной прессе это тоже нужно отметить, потому что там, видимо, учуяли, что есть какая-то проблема, что кто-то кого-то переиграл. Этот кто-то, походу, в Кремле, потому что там выставили эту рамку и линию, и с нее не сходят. Вот даже Лула да Сильва летел из Китая, залетел в Москву, приземлился и не встретился с Путиным. Хотя были громкие заявления о том, что Лула да Сильва, президент Бразилии, приедет, заедет, заглянет, если найдет момент, там, встретится лично, переговорит и попросит Путина ехать в Стамбул. Видимо, чтобы сохранить лицо, потому что там, если честно, в российском сегменте прессы это тоже бурно обсуждалось. Это прям выглядело как какое-то унижение Лулы да Силвы. Он, значит, остановился. Самолет, видимо, на дозаправку. В общем, остановился хотя он мог лететь в другую сторону с Китая, ну, неважно. То есть остановился и не встретился, и улетел. И потом даже еще гадали, а может он не улетел, потому что вроде как
Ну, давайте так. То есть дип-кортеж выехал куда-то, видимо, пустой выехал. Ну, это сейчас понятно. Потому что самолет тоже взял и отчалил. А Лула, что остался, это что они, получается, с Путиным вместе в Стамбул полетят? Сразу напрашивается версия. Ну, потом позже немножко, чтобы сохранить лицо, Луле, прежде всего, партнеру по БРИКС Российской Федерации, да и Китая тоже, сообщили, что он поговорил по телефону из аэропорта, созвонился с Кремлем, и они там вот как бы побеседовали друг с другом. Видимо, Лула вот это вот просил Путина ехать. Но гробовое молчание. Гробовое. По поводу прессы. Они почуяли неладное после того, как Уитков говорит, ну, мы, может, 16-го прилетим. 16-го. В смысле, как 16-го? Так получается, а зачем вы будете наблюдать 16-го? И сразу породились разные версии. То есть 15-го должно что-то состояться. Что-то это переговоры двух делегаций. Технические или там основные. А если они приедут зачем-то наблюдать, я имею в виду Виткофа и Келлога, как было проанонсировано, ну, Рубио уже там, то, значит, что-то тоже будет 16-го происходить. А там, может, 17-го, а может, 17-го и Путин с Трампом подтянутся, и Зеленский там будет, получается, вот эти 3 ночи на all-inclusive в каком-нибудь президентском номере Стамбула, наверное, да, или в Анкаре будет ждать, как он обещал вчера, что мы посидим с Эрдоганом, будем подождем Путина, а потом, так сказать, отправимся. Примечательно, что, ну, это вот по поводу прессы, они учуяли неладно, и, значит, пишут вот такое. США и Европа убедили Зеленского не отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле. Представляете? То есть он не хотел. Он так не хотел, что вот США и Европа убедили. Только они смогли его убедить. Во вторник вечером, значит, дипломаты убедили Зеленского не отказываться. Несмотря на его первоначальное нежелание отправлять делегацию, если президент России лично не прибудет. Зеленский, по словам одного из источников, вообще не видел смысла ехать, настаивая, что переговоры возможны только с Путиным. Однако американцы и европейцы, включая спецпосланника Уиткофа, убедили его отправить делегацию высокопоставленную, подчеркивается, кстати. То есть кто-то будет высокопоставленный. Ермак, наверное. В общем, включавшую главу администрации, да, Ермака и Сибигу. Уитков подчеркнул, что это беспроигрышная ситуация, мол, если Россия не явится, Москва будет дискредитирована, а если обе стороны прибудут, это может приблизить прекращение и завершение войны. Это сразу восприняли как какую-то, а что это Витков, чего это тут вдруг? То вот буквально вчера там Украину делил ножницами, там кто куда отойдет, решил, тут, говорит, дискредитирована Москва. Он знает, что делегация из Москвы прибудет. Он в курсе. Вот это вот тоже очень показательный и, я считаю, важный момент. А Зеленский в последний момент решил спрыгнуть. Это означает, что вот эта версия, да, наша, вчерашняя, да, в шуме, она справедлива и правильна. Это все игра. Это все великая сила и великая магия понта. Приезжай, вот это, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, вот эти все моменты, понимаете? То есть я вот уверен на все 100%, что никто никуда не собирался, и делегацию тоже отправлять не собирались. Но это все так обставили, и за это зацепились и понесли еще вчера, и сегодня там Ермак продолжил, что вот смотрите, не приехал, значит трус, не получится, значит нет. Витков про делегации говорит, не про Путина. То есть они по-любому приедут. Кто только, вот пока до сих пор остается большой загадкой и большой тайной. Ну, может прям вот возьмем и узнаем. Значит, с самого Стамбула передают, что как-то все очень скучно, да, как-то вот сильно мер безопасности нет, никто шибко не готовится, хотя вроде как турецкая сторона говорит, мы готовы, мы там все в закрытом формате, безопасность, что тоже указывает нам на некую такую какую-то договоренность общую, какую-то рамку глобального шоу, чтобы все за этим всем последили. Ну, посмотрим. В принципе, дурное дело не хитрое. Может, в принципе, еще возьмут и подготовятся. Почему бы, как говорится, и нет. Но что касается российской делегации, давайте как бы закончим с ней. Там, поймали Ушакова журналисты российские и спрашивают, мол, так же мало времени.
так мало времени. Ну, там Пескова пытались ловить, но Песков там отворот-поворот говорит, ой, кого Путин назначит, так и будет. Все, до свидания. Но Ушаков более интеллигентный помощник Путина, все-таки уделил время. Простите за назойливость, можно спросить вас? 11 часов всего осталось до начала 15 мая. Какой все-таки у нас состав делегации это будет? Ну, вы знаете заявление президента от 11 мая о том, что мы готовы начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры, вернее, даже не начать, а возобновить те переговоры, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров. 15 мая... Вот это вот очень важный момент. То есть мы не готовы начать переговоры, мы готовы возобновить те старые. То есть ловит себя за язык Ушаков и дает вот эту посыл. То есть это четкий нарратив, его нужно понимать, что там, по идее, да, должны быть вот эти такие же директивы и такие же полномочия. Это ведь важно, это проистекает одно из другого, что делегации могут меняться, да, но полномочия, вот там, ратифицировать что-то, вот этот указ нужно писать ночью сейчас Зеленскому или завтра утром, там, лететь, в принципе, недалеко, но кого-то надо отправлять, понимаете? Полномочия должны быть ровно такие же, как в Стамбуле 22 года, потому что темы будут те же самые. Полночь начинается. Хоть в полночь? Я думаю, с утра, честно. Понятно. Ну вот если осталось 11 часов, в какой момент делегация-то станет известна? Вы поедете? Или пока тоже говорить не можете? Нет, ну сейчас я что буду про себя говорить? Я работаю здесь. Что я буду про себя говорить? Я работаю здесь. Причем интересно, что тоже распространили быстро вот это вот вся пресса, что Лаврова не будет. То есть вчера мы имели информацию, что будет Лавров и Ушаков, да? А тут Лаврова не будет. Делегация, она будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов. Так что, исходя из этого, будет определен состав. А место встречи определено уже? Вот, город Стамбул, понятно, а там? Стамбул, насколько я знаю, что непосредственно местом проведения занимаются наше генконсульство и соответствующие турецкие власти, которые заранее изъявили дать нам возможность провести такие переговоры. Причем в ходе телефонного разговора президентов Турции и России в воскресенье президент Эрдоган сказал, что мы обеспечим полное традиционное турецкое гостеприимство. Последний вопрос. Мы видим шквал заявлений о том, что президент США чуть ли не готов приехать куда-либо на встречу с президентом Путиным, если президент Путин поедет. Хоть какие-то намеки на такие встречи? Очень много. Не только ведь заявления президента США сейчас привлекают внимание. Сейчас, по-моему, очень много различных заявлений. Зеленского в расчет не берем. Ну, кто-то берет, кто-то не берет. Просто заявлений много. И надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Очень красиво ответил, говорит, Зеленского в расчет не берем, такой, да, вот посыл. Кто-то берет, кто не берет. То есть это вот дипломатично. То есть это вот Рябков вчера тоже заявлял, они едут по делу. Они по делу едут. Зачем едут наши? Тоже, наверное, по делу, только вырисовывается это дело по-другому. Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там. Значит, дела у Трампа действительно очень серьезные были. Я так полагаю, что Ушаков-то в курсе, и Кремль тоже на самом деле в курсе. Да и Витков как бы контактирует с ним. У Трампа встреча образовалась с лидером Сирии. Некогда из Аль-Каиды. В общем, как дело было? Да? Он приехал. Встретились они, на принимающей стороне, да, в Саудовской Аравии, вот они встречаются, на троих, вот посидели, как бы подключили по телефону Эрдогана. То есть вы понимаете, насколько вообще другая дипломатия. Подключили Эрдогана по телефону, а потом, когда из Саудовской Аравии вылетал в Катар сам непосредственно Дональд Трамп,
Он там начал ему рассыпаться в комплиментах, начал говорить, какое было там сильное прошлое у него, сильное прошлое, да, когда в Сирию вошли американские войска, он там за Аль-Каиду воевал. В общем, ужас какой-то, понимаете, вот переворачивается все. Действительно серьезные дела. Ну, по поводу Трампа на Ближнем Востоке, там Катар очень серьезная, как бы история с самолетами, с Боингами, Саудовская Аравия, то есть есть инвестиции, там 80 лет назад начались отношения. Хорошая встреча, большие, много там таких каких лакомых кусков экономических, контракты, заказы, деловые как бы такие коммуникации. Но тут же очень важный момент. Нетаньяху обидели эти все встречи. Потому что, ну как так взять из Сирии, снять американские санкции? Американские, сегодня это сделал Трамп. И вот этого в костюме, который бегал раньше в группе, да, вот фактически не просто признать, легитимизировать, а вот прям выпечить его. Очень интересная ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться. Я думаю, что ну, там, этого мы коснемся момента завтра там, с Димурой в прямом эфире. Ну, запланирован эфир, если ничего не сорвется, если там не будет каких-то мега-супер таких вещей. И тут же Эрдогана подключили. В общем, Трампу действительно есть чем заниматься. Вот это, кстати, очень хороший посыл. Я здесь полностью согласен. Трампу есть чем заниматься. Что Украина? Украина в зоне турбулентности и неопределенности. Значит, вышел Подоляк, сделал громкое заявление о том, что если не будет Путина, вообще нет смысла. Ну, там же США, Европа и Витков, они же уговорили Зеленского. Ну, Подоляк еще об этом не знал. Ну і давай розсуждати. Да, а хто нужен? А що за групи? Дивіться, немає Путіна, то безумовно немає ніяких переговорів. Це Тобто буде Україна не сідатиме завтра за стіл переговорів навіть на рівні делегацій, груп технічних? Я не зовсім розумію, там навіщо, ну це вже прийме відповідальність. Упустил карандашик, маркер, там что-то он его теребил. Так что подожди, журналист, и даже делегация мне надо встречаться. Ну, он упустил. Рішення буде приймати, вибачте, президент, безумовно, там, чи маємо там про щось говорити, але точно не на рівні президента. Давайте тут зафіксуємо, що президент може розмовляти тільки з суб'єктом Путіним, тому що це про рішення, да? Це про відповідальності. Все інше – це про пропаганду. Да? Ну, тобто, безумовно, там українська делегація буде присутня у президента, і президент буде приймати рішення, чи потрібно дограти ту гру, яку пропонують американці. Ну, вот это, кстати, очень интересный момент. То есть президент и наша делегация там будет присутствовать. Что за делегация? Там же вопрос, да? Что за делегация? Нам надо доиграть эту игру, которую предлагают американцы. То есть мало того, что в логике банковой, этих советников вот этих, да, они тянут американцев за уши к себе в риторике, у спичрайтера Литвина там день рождения сегодня, да, вот тот, который вот ему выписывают вот эти тексты, они притягивают, пристегивают Трампа к себе. Давай к нам, Трамп за нас. Да? Но тут уже, как бы, видимо, ситуация меняется, потому что Трамп вроде подыгрывает, типа, Путин, приезжай, я тоже, может, заеду. Но у Трампа понимают прекрасно, что эта встреча, ну, даже с Трампом в Стамбуле по Украине ничего Путину не дает. Вот эти все умники, мы сейчас дальше их еще послушаем немножко по этому поводу, по поводу переговоров, они настолько безмозглые, простите за бедность речи, да, что и так всех их называю, но, ну, как бы, ну, простите, ну, ничего не дает. Вот подготовленная встреча с Трампом, да, дает, а вот это не дает. Значит, по поводу делегации только что приходят новости, буквально, да, что делегацию Зеленского приедет в Стамбул, войдет Ермак, Умеров, Сибига, советник президента Жовква. Значит, на источники в окружении Зеленского ссылаются украинские СМИ. Решение о формате переговоров, будут ли они, будет принимать лично Зеленский уже завтра в Турции. То есть Зеленский завтра на месте, на поле разберется, так сказать, да, и решит, вот, окинет поле боя взором и решит, будет ли
или не будет вообще что-то. З точки зору все ж таки там прямих якихось переговорів і так далі. Я сенсу в цьому особливого не бачу ще раз. І президент України чітко це розуміє. Або ми дійсно хочемо вийти на якісь рішення, а тоді треба, щоб був Путін. Якщо там Путіна немає, то це приїхали люди, які просто будуть озвучувати стандартні пропагандистські кліше. До реальності вони не мають ніякого відношення. Вони будуть використовувати майданчик в Туреччині для промо, знову ж таки, хотілок, я перепрошую за це слово дивне, Російської Федерації. Ми з вами прекрасно розуміємо, Лавров той же вже неодноразово це казав, що ми готові до негайних безумовних переговорів, але тільки якщо ви виконаєте умови. Да? Які умови? Будете готові визнати території російськими, ви розумієте, що це неможливо. Будете готові визнати, що Україна не має права на свою суб'єктність, там, на зовнішню політичну, внутрішню політичну. Это было в Стамбуле? Вы не будете иметь права субъектности? Это какой он пункт переиначил? НАТО или ну вот что? В смысле не субъектное вы будете? Это вот в Стамбуле. Это условия Лаврова, который не едет туда, да? Который он озвучил. Интересно. Ви розумієте, що це неможливо. І будете готові визнати, що Україна не має права на свою, по суті, армію, на свої збройні сили, на свої мілітарні виробництва. І більше того, Україна не має права на партнерські альянсні відносини з європейськими країнами. А нет, это что другое все-таки, да? Это какая-то субъектность внутренняя, внешняя. Ну, интересно. Я не слышал такого в Стамбуле, что есть какая-то субъектность. Наоборот, все там сохраняется. В чем ущемление субъектности? Надо поінтересуватися. Тобто ніхто вам нічого не має там постачати, зброї і так далі. Тому подібне. Це все нереалістично в повному сенсі. Іншого Лавров просто вимовити не зможе там в силу певних лінгвістичних складностей з російською мовою в нього. Ну, как бы лингвистические сложности у Лаврова по-русски, ну, то есть, вот это, конечно, вот это я так и не понял, что там он сможет выговорить Лавров, что не сможет, но это же, ну, РБК, это же потужно. І тому сенсу в цьому немає особливо, але ще раз, дивіться, є конструкція Сполучених Штатів. Вони це і своєму виборцю говорять, і глобально говорять, що вони хочуть побачити позиції сторін. І безумовно, президент України тут абсолютно чітко заявляє про те, що або Путін є, і тоді ми маємо вийти на якісь рішення, і це дійсно можуть бути рішення. Вони можуть там так чи інакше складно там народжуватись, складна може бути дискусія, але між тим це можуть бути рішення відповідні, попередні. Але якщо там немає Путіна, то ніяких рішень точно не буде. Значит, он просто, ну, он, может, не понял, а может, он думает, что его все вот эти люди, которые считают себя великими интеллектуалами, ну, слушают, и они улыбнутся о том, что там у Лаврова что-то с речью, они вот на этом сфокусируются, да, внимание, он же зачем-то эти вставки делает. Но, по сути, он вскрыл всю игру. То есть, американцы сказали четко, так, давайте, все, мы хотим вот, садитесь, а мы хотим на вас посмотреть. Ну, кто чего хочет. А Зеленский решил сыграть в то, чтобы никто никуда не сел. Он повторил «немає сенсу, нет смысла» несколько раз. Понимаете? Несколько раз. То есть он всю эту игру вскрыл. Ну, а калибром пониже разного уровня комментаторы, конечно, это все тоже и подтвердили. Ну, конечно, есть и экзотические экземпляры, экзотические комментарии. Вот, например, есть такой політолог Олещук. Сполучені Штати ніхто не просив починати ці переговори. Вот так вот. США вообще никто не просил. Чего вы лезете сюда? Ні в Україні, ні в Європі. Вони самі їх почали. Вони самі до цих переговорів нікого не допускали. Самі один на один перемовлялися з росіянами. Тепер хочуть затягнути ці переговори українців. То есть вы видите, как спускается этот нарратив? Это вообще тема вся США. Это все США. Значит, мы их не просили, они сами начали там это, переговоры эти играть. Потом затянули. То есть идет война, две стороны воюют. Говорит, а вы вот затянули Украину. Представляете? Але при цьому погрожують, що вони з цих переговорів вийдуть. Ну, м'яко кажучи, досить дивна позиція, тим більше, що загалом ситуація виглядає так, що насправді оцей вихід із переговорів, він нікому особливо нічого не принесе і не може бути фактором якогось особливого тиску. О как! На самом деле, выход США из переговоров вообще по цимбалах, по барабану. Что вы тут делаете? Вот Олещук, политолог, гляньте, какое высокоинтеллектуальное лицо, говорит, США выйдут из переговоров, да ну их, пху на вас. Выходите, вообще, что вы тут затеяли? Втянули нас еще вот это все, Стамбул, это все. Вы посмотрите, это все очень
лихо трансформируется, когда, ну, мы посмотрим завтра, что произойдет, конкретно что произойдет, как сядут делегации за закрытыми дверьми, без комментариев, ну, что породит еще больше версий и комментариев, посмотрим, долетит ли хоть кто-то вообще, Зеленский, Путин, или Зеленский встретится с Эрдоганом, развернется и уйдет, а Трамп скажет, ой, ёк, гольф, и полетит к себе туда, в Филадельфию. То есть, смотрите, или будет трехсторонняя встреча, то есть я не верю в нее, но не сбрасываю со счетов. Вы просто посмотрите, как вот после Стамбула ввинтят вот эту историю, что да мы и не хотели с европейцами, больно надо было, это вот США, вот этот умалишенный Трамп, вот этот шизофреник, вот это он вот это нас заставил. Понимаете? Тому я думаю, що це просто такі от заяви з боку Віткофа. Очевидно, що це може бути сподівання реально на когось вплинути, а реально це ні на що не вплине, ні на кого не вплине. І я переконаний, що з ніяких переговорів Сполучені Штати не вийдуть. Ну, вийдуть вони, і що вони пред'являть? Дивіться, Трамп... То есть, они никуда не выйдут из переговоров, но если выйдут, ну что они предъявят? Багато говорив перед виборами, що швидко завершить війну, потім він розпочав переговори, нічого не добився, навіть не добився переведення переговорів безпосередньо в площину розмови двох сторін і тікає з цього переговорного процесу. Ну, шикарна перемога. Тому я думаю, що поки що вони ні з яких переговорів виходити не будуть, що це просто елемент такого тиску на сторони. Причому подається це все як тиск на дві сторони. Ну, а реально я не бачу тут чогось такого для росіян, щоб вони в результаті цього тиску реально змінили свою політику. Тому це насправді не тиск, а таке собі сотрясання повітря, я думаю. Да, значит, все это американцы, это сотрясание воздуха. Значит, он бросает сразу несколько мячиков. Американцы вообще слабые, вообще эта игра непонятная, вот это все. Россиянам больно не делают, нам особо не помогают, нам в принципе все равно. То есть американцы будут во всем виноваты. Посмотрите, спустя какое-то время, когда насчет проясняться, если встретятся, о чем договариваются, тем более вы уже слышали подалека, это будет длинный процесс. Короче, они в принципе не против вот этого Минска-3, и чтобы война все продолжалась, а вот это вот было вот так. Но есть еще более эксклюзивная версия. Ми бачимо, що таке те, що вони називають миром. Мир – це настільки слабкий стан американської імперії, що вона вже і не імперія, вона так боїться Китаю, що готова вже навіть лизнуть вонючі рашки. Слушайте, лучше было про Марс, вот это, что украинцы будут... Это вот, смотрите, это вот... Ну, давайте, я не буду говорить там хуторская, еще какая-то, не хочу, это плохие слова. Давайте, это вот такая провинциальная геополитика для чайников. Значит, Америка настолько слабая, она настолько хочет там насолить Китаю, оттянуть, что даже лизнуть рашки хочет. Представляете? То есть нормально. Можно, в принципе, за ним надо записывать. Щоб якось цю рашку оторвати у Китая. І тому вони хочуть, щоб ми припинили воювати з рашкою, тому що вони навіть бояться, що якщо б ми там перемогли цю рашку, тому що остаточки рашки найбільш там багаті ресурсами побігли б до Китаю. Ми бачимо, що... То есть мы бы победили, но остатки России богатые. То есть мы богатые не победили, но вот эти, ну ладно, победили Россию, но богатые остатки России переметнулись бы к Китаю, и этого боятся американцы. Ну вот такая вот такой взгляд, так сказать, на геополитику. Причем самое интересное, пока все там улыбаются, и пока всем весело по поводу вот этих всех диспозиций, знаете, вот это шашечки пытаются каким-то образом переставлять друг напротив друга. Но, простите, пожалуйста, у нас возникают такие достаточно серьезные проблемы. О них мало кто говорит. Может быть, когда-нибудь, спустя какое-то время, напишет какой-нибудь центр, какое-нибудь противодействие какой-нибудь дезинформации. Значит, ну, посмотрим. У нас проблемы на западной границе. Сейчас о них буквально скажем. Значит, говорят, ну там и «Коммерсант» пишет, и другие с российской стороны, что завтра узнают состав российской делегации. Вот прямо сейчас, значит, действительно Лула звонил и... Ну, звонил и просил, и там из кремлевского пула журналисты пишут, что, в общем, состав делегации
известен, уже есть, определен, давно причем. Путин или кто-то другой поедет, об этом узнают утром украинцы, и благодаря этому не получат ни возможности для маневра, ни повода для лишнего визга. Слушайте, там, конечно, вообще, конечно, ну вот так вот дипломатически красиво, то есть, да, поедет Путин или нет, узнаете завтра утром, ну, когда вы уже там, да. По поводу состава делегации тоже завтра утром узнаете. В чем красота игры? Я просто вспоминаю, вот там сейчас такой проходил этот прикол, что а давайте Медведева отправим. Ну вот этого самого такого какого-то там политика, да, какого-то вот чтоб. Что, поэтому пишет вот этот журналист из кремлевского пула по поводу визга, да, тоже интрига. То есть завтра утром узнаем состав российской делегации. Ну а наши, получается, вскрылись. Западная граница. Журналисты, причем венгерские, пишут, вот это регион Такай, это вот рядышком, вот, ну как бы Румыния, вот здесь кусочек Украины, она на самом деле не сильно протяженная граница. В общем, сбили 2 каких-то разведывательных беспилотника и утверждают, что это украинские беспилотники. Это утверждают журналисты. Официального, как бы, может быть, завтра тоже утром мы узнаем подтверждение, будет или не будет. Перед этим перебрасывали технику, я показывал тоже в шуме. То есть начинается какая-то очень серьезная свистопляска именно там. Сорвались все переговоры по нацменьшинствам. Это плохой сигнал, потому что венгры этих переговоров, ну это тоже работа. То есть, да, заставить Украину каким-то образом, ну вот каким-то образом взять и немножко на путь праведный, чтобы чувство пришла Украина, что вы в Европу стремитесь, значит давайте защищайте языки, не дурите там в этих школах и везде. Это плохой сигнал, потому что эти переговоры, это, ну правда, это большой труд. Причем там достаточно давно, я вам хочу сказать, это большой труд дипломатов, венгры тяжелые переговорщики, но тем не менее, в общем, они считают там земли своими, людей своими, паспорта там у всех есть, но тем не менее они граждане Украины. И когда они отказываются из-за шпионского скандала, потом идет обострение вот такое на границе, то есть стягивается техника с венгерской стороны. Вот эти беспилотники, как казус Бейли или какая-то, допустим, провокация, которая там может из искры разгореться пламя. То есть мы понимаем, что там вот закручивается очень серьезная какая-то проблема. Конечно, там все отметают и говорят, что ну, сегодня в эфире тоже отметал Кость Бондаренко, говорит, нет, никаких там моментов не будет. Ну так, если разобраться, в момент какого-то, пожарища или какого-то взрыва, ну, там не сильно большие эти населенные пункты. Ну, не сильно. Ну, они большие, но не сильно. Там никто же не говорит, что все Закарпатье взять, забрать. Там есть точечно некоторые ключевые населенные пункты, которые можно прийти и в тяжелую минуту, так сказать, зайти и охранять. Венгры, наверное, будут на это готовы. Это сегодня Сикорский говорил о том, что да, если направят вот эти контингенты после перемирия в Украину, то Польша заходить не будет. Тоже из-за претензий, там, исторических аллюзий. А венгры зайдут нормально, будут контролировать нормально, там, если там что-то произойдет или тяжелое, или хорошее. Поэтому тут такой важный момент. По поводу того, как дуреет Украина, рассказал народный депутат из «Слуг народа» Мазурашу. Но вже не в отношении венгрів, а румин. Про перерву у нас був сигнал на рідному окрузі 33-му, який я представляю. Мені було скинули і кажуть, подивіться, в румуномовній громаді надійшов лист від обласної військової адміністрації, де там написано про те, що на перервах мають говорити українською. Ну, не може таке. Значит, он рассказывает о том, что вот тоже, а в какой он стране живет вообще, он понимает, депутат Мазурашу? Значит, он рассказывает, что, значит, Винницкая, по-моему, область, округ там, да, значит, пришел из военно-гражданской администрации, ну, разнарядка, приказ детям всем на украинском говорить на переменах. Ну, политика партии такая. А там, ну, там румыны живут. Ну, там компактное проживание румын. Ну, эти румыны там живут. Они там черти на чем говорят, то есть, потому что там же непонятно, там молдавские, румынские, молдавского несущие, короче. То есть, плюс еще перемешку русские слова и украинские, понятное дело. Там вот такое все. Ну, надо говорить на украинском.
скинули мені лист, я читаю там рекомендації, так, але я кажу, ну хто додумався? Я запитую, там посилаються на якісь Кто додумался вообще им туда отправить? Он поражается депутат. лист від комітету профільної Верховної Ради, від там, не знаю, міністерства. І там через кому написано, тобто все більш-менш адекватно, а тут написано рекомендація, значить, провести роботу, щоб в румуномовній громаді, в румуномовному селі, щоб на перервах діти спілкувалися українською. Так ви ж цим робите так, щоб вони не спілкувалися українською, тому що ви їх змушуєте, а вони кажуть, що? Так ми ж тут місцеві. Ви нас хочете змусити? Та чекайте, ми ж не приїхали в Україну. Ми так, так сталося, що ми входимо. Что-то мне вот напоминает вот эта вся риторика. В смысле? То есть, а когда вот русскоязычные регионы и русскоязычные школы закрывали, вот это все, говорит, подождите, мы же местные, мы же здесь, мы же вот, вы серьезно? Мы не будем говорить на украинском. То есть, сразу в штыки, сразу протест. Вот это вот рассказывает нам Мазурашу. Ми поважаємо все, але не змушуйте нас. Не треба це робити. Але там я зрозумів, що так виконували, щоб не дуже виконати, і це добре. Тобто, але я кажу, запитую в нас. О, это хорошо, что закон не обязательно к исполнению. Ну или там распоряжение не обязательно к исполнению. Що колеги з профільного кажу, а що ви давали такого листа? Я кажу, ні, ми ніби не давали. Так як вони ж посилаються. Разом з тим намагався якось розплутати, ну отримав, скажімо, згоду від колег по парламенту, що не варто це робити, що треба навпаки повагу проявляти до корінного населення і до їхнього права в побуті користуватися і на перервах теж, користуватися тією мовою, яка їм зручніше. Або Закарпаття, умовно, там, де... Тобто це гостріше, ніж російське-українське, тому що, вибачте, це різні групи мов, там, романська, да, там, група, або там угорська. То есть языки разные, а люди нет. Ну, это острее, чем российское, русский язык и украинский. Це там ще складна достатньо мова. Не моє відчуття, може для них там навпаки наша складна. Але навіщо тиснути на них? Дайте спокійно їм Не дают спокойно, понимаете? Но румыны, это же румыны, нет, румынов нельзя трогать, там других тоже не надо трогать. Зачем это распоряжение в школах, вот это все. По поводу школ, так уж удивительно, вышла со своими претензиями прям известная телеведущая Катя Осадчая, которая носила шляпки, записывала, ну там вела много шоу, когда было большое телевидение. Муж у нее там продюсер кино снимал, ведущий Горбунов, тоже там вел все на свете. Ну то есть известная, скажем так, дива, світське життя, светскую жизнь, да, вела вот такие свои репортажи. И вот ее там поймали на очередном, ну, очень важном мероприятии, которое посвящено волонтерству, поддержке, гражданскому обществу. Но она активный достаточно человек, и вот она прям возмущается. У нас є все-таки, незважаючи на війну російської агресії, все ж таки є проблема серед підлітків про те, що вони не хочуть, там, не знаю, різні є причини, все-таки не розмовляють українською мовою, все ще досі. Чи помічаєте ви серед свого оточення і як нам теж це перебороти? Насправді не тільки підлітки. Значит, журналистка спрашивает, подростки не хотят на украинском, вы вообще замечаете? Говорит, на самом деле не только подростки. Як мама україномовних дітей від народження, мені Украинскоязычных детей от рождения. Я прошу запомнить эту формулировку. Украинскоязычные дети от рождения. Справді дуже болить, що маленькі діти розмовляють російською. В нас проблема, наприклад, з моїм молодшим Данилом, йому 3,5 роки, те, що на майданчику всі діти розмовляють російською. І це діти, які були народжені буквально за півроку до війни, або вже під час повномасштабної війни. І насправді я закликаю всіх батьків. Так, можливо, складно, можливо, неприємно, незручно, але я завжди наголошую на тому, що українська не китайська. Вивчити українську просто. Просто треба над собою зробити маленькі зусилля, увійти в мовний режим, почати вдома розмовляти українською. Это ж не китайская. Надо себя заставить. Давай, ничего страшного. Они не хотят, ну тогда захоти. Я кілька навіть дописів робила в соцмережах, тому що мені це реально болить, тому що мої діти грають. Вот смотрите, идет война 4-й год. Там действительно там проблемы большие. Некоторые пишут, 250 миллиардов не хватает на армию в этом году в бюджете.
проблемы серьезные. На фронте проблемы, там есть продвижение. Хотел сделать такой мини-обзор по фронту, потом понял, слушайте, его так вот отбросили и все. А то, что там, извините, Малиновку взяли, там еще какие-то населенные пункты стратегические, после которых можно идти куда хочешь. Ну, то есть там разворачивать котел, замыкать там в районе Торецка или еще. Вот проблем много. Там смерти, раненые, инвалиды, запреты выезда, проблемы, там ТЦКшники на улицах гребут. А що болить же Каті Осадчій? Це вже російською. Тобто для них мова гри з іншими дітьми російська. І це є проблема. Тому що мої діти україномовні в своїй базі. І вдома ми розмовляємо тільки українською. Тому я вважаю, що треба працювати з батьками, треба розповідати про те, що ваших дітей так само прийдуть спасати. О как! Значит, а тут возникла причина. Надо с родителями говорить, чтобы они все переходили и детей учили на украинском, потому что вас придут спасать. І нічого не зміниться. Тобто ми потерпали від великої кількості російськомовного населення з 14-го року до 22-го, до повномасштабного вторгнення. З 22-го по 25-й, стало більше україномовних людей, але діти розмовляють російською. І через 20 років прийдуть рятувати наші сусіди скажені, прийдуть рятувати наших дітей. Хоча б попіклуйтеся про своїх дітей, щоб вони не жили в війні через те, що вони розмовляють мовою ворога. О как! Представляете? Язык врага придут спасать. То есть мы с 14 года до 22 нормально, в принципе, относились к русскому языку. Можно было там, да, ну, не так, как сейчас. Не было такого дурдома, как сейчас. А этот дурдом нужен, чтобы тебя спасти. Чтобы к тебе не пришли тебя спасать. Нарратив просто феноменальный. Феноменального качества. Напишите, что думаете в комментариях. Очень интересно, кстати, по поводу этого. Ну, то есть, чтобы не пришли тебя спасать. Спасать от чего? Ну, это, наверное, я вчера показывал вот эту безумную, которая книги жгла. Ну, сейчас часть вторая. Вот она, это тоже она спасается сейчас. Яка прекрасна у нас Україна, цвітуча, гарна, багата. Але прийшли терористи. Значит, цветучая, гарна, богатая страна. Забор какой-то непонятный, какой-то там мангал непонятный, сама черти в чем одета, да, то есть вот это все стоит, книги достала, остатки, ну, потому что она же не может себе позволить, но вот книжки у нее в руках. Із Сосійської Федерації, скажімо так, які вирощені на Достоєвському, на Толстому, на Тургенєві. Значит, ну, понятно, Российская Федерация, она там перековеркала смешно, пошленько, Достоевский, Тургенев, Толстой. Представляете? Вот эти люди, которые выросли на этих книжках, пришли сейчас нас убивать. І що вони роблять з сусідньою державою? Хоча вони кругом повторювали, ми ще браття, ми ще браття. Так оце, от на цих книжках виростили вбивць, тоді їм місце ось сюди. Тургенєв. Ось сюди. «Війна і мир». Всі читали? Читайте отут тепер. Тому що такі класики і виростили отаку от паршиву націю, яка напала на сусідню державу і знищує її. Амінь. Аминь. Все, легче стало. Понимаете? Вот все, теперь стало легче, теперь нормально. Вот теперь можно и повоевать, вот теперь можно и спастись. Взяла и сожгла книги, понимаете? Ну вот так. По поводу детей, которые там выросли, не выросли на этой литературе. Короче, это все из-за Тургенева, Достоевского, вот из-за них всех это все произошло. По мнению вот этой женщины. Ну и, конечно, Катя Осадчая, конечно, поразила просто, что не надо на украинском, тогда не придут тебя спасать. Так а что у нас, так сказать, в крови? Да? Вот у нас. Вот это тоже ведь очень интересно. Да? Спасли, переходя на украинский язык. Что у нас? У нас вообще казацкие обычаи в армии. Представляете, какие? Вот послушайте. Очень откровенный, военный. Всі казаки завжди воювали за вольності. За те право. Якщо він казак, він тримає зброю, він ризикує життям, він має право. Тому що він дивився в обличчя смерті, він ховав своїх побратимів. І коли мені якийсь ухилян там розповідає якусь інду, яке ти право маєш стояти на рівні зі мною? Ти... О как! А вот это уже интересно.
Значит, смотрите, мы казаки. Казаки, они за что воевали? Они воевали всегда за вольности. То есть, если ты воевал, то ты как бы имеешь право. А ты вот сейчас какой-то ухилян, там что-то мне пытаешься рассказать. А что ты вообще мне можешь рассказать? Ты кто такой? Я там в Польщі, наприклад. Будь в Польщі, окей, це твій вибір. Але не розповідай при цьому, що робити мені і тут зараз. Хочеш стати рівним, сісти за мною за стіл до рицарів? Хочеш сісти за один стіл? Візьми меч, покажи, хто ти є. Хочешь, значит, сесть со мной за один стол, возьми меч и покажи, кто ты вообще такой. Не можеш? Ну тоді будь добр. Знай своє місце. Без образ, нікого не ображає при цьому. Не, никого не обидел вообще ни разу. Ну ты знай свое место при этом. Не можешь взять меч, знай свое место вообще. Да? Вот так вот. Дуже має бути баланс між правом і обов'язком. Бо всі кричать про свої права, але, друже, ти не будеш мати такі права, як в мене, тільки після того, як ти будеш виконувати ці обов'язки перед цією державою. Вообще, конечно, очень интересно про права и обязанности, рассуждения казацкие. Слушайте, ну это, конечно, просто. Но его подхватила еще одна сегодня девушка, о которой тоже можно пошуметь. От написала там допис у себе на сторінці, що до ухилянтів мають бути більш жорсткі міри, ніж босифікація. Це не обов'язково, там треба сприймати, як то, що я там закликаю, там якесь фізичне насилля робити. Значит, смотрите, она написала у себя, что надо жестче, чем бусификация. Что может быть жестче, чем бусификация, когда бьют, избивают, вот это вот все. То есть, да, там, вот этот там, парень, он учителем оказался, тот, которого били там, ну, вот этот, как бы, бывший охранник хлебзавода. Титушка тоже бывший, ну, как бы, да, вот он его бил, он попал в ТЦК, он его просто так бьет, а он, оказывается, учитель, 8 класс у него, 8-классники, он классный руководитель, бронь, все документы есть. Ну, он получил по печени, там, по селезенке, нормально. Бусификация, где там некоторые привязывают, некоторых там избивают, некоторых убивают, да, а потом списывают, ой, что-то с ним случилось, сердце стало, мы ничего не знаем, люди забирают тело, а сердце стало, а там какие-то ссадины. Ну, это же все случаи, они известны, да. Понятное дело, что о них не надо говорить, потому что если ты не говоришь, то все, российское ПСО. При чем тут российское ПСО? Вот этот человек пишет, надо жестче, чем бусификация. Что она имеет в виду? Над людьми. Не обов'язково це робити. Я думаю, що достатньо було б там, наприклад, конфіскація майна, там позбавити громадянства, і тоді хай їде якби з країни людина з тим, що у неї не буде більше можливості повернутися назад. Значит, имущество забрать, гражданство лишить, езжай себе, но никогда не вернешься назад. Кто меня смотрит из Уганды, Франции, ну, какую страну поменяли, да, вот, как, вот из Украины, вот, как это видится, вот, справедливо или нет? Вот, справедливо или нет? Сейчас чатик я включу, интересно вот, посмотреть. То есть, это она предлагает. Вот это жестче, чем бусификация. Забрать у тебя все, паспорт забрать, выгнать, езжай и никогда не вернешься назад. Там, і так далі. Ну, не треба бити. Плюс ці всі питання, знову ж таки, ті, хто не хоче тут жити, не хоче нічого робити для своєї країни, поїдуть, залишать свої квартири. Ті квартири можна там роздати ветеранам, я там знаю, пораненим і так далі. Ага, а квартири твої ми віддадим ветеранам, раненим і так далі. От, а ці люди все одно вони нічого не будуть робити, ну від них користі не буде ніякої, що так, що так. Толку от тебя. Мне это что-то напоминает. Ни у кого там никаких не напомнило ничего. А что там с национализацией квартир республиками, еще не признанными никем? А что там вообще? Это какое-то кривое зеркало, друзья. То есть это какое-то кривое зеркало. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть, как так можно? Да, вот пишет, да, фашизм. Значит, Украина выдавала квартиры? Нет, не Украина выдавала квартиры. Вот здесь сообщает пользователь, кто вошел в состав, да, российской делегации. Значит,
Да, есть сообщение. Это я вот увлекся вот этими, прости господи, заявлениями. Значит, Мединский возглавил делегацию России для переговоров с Украиной. Также Галузин, заместитель министра обороны, Фомин, ну, Галузин из МИД, это зам Лаврова. Значит, Фомин, это он был на переговорах в 2022 году, замминистра обороны, руководитель российской военной разведки Костюков, ну, главное управление Генштаба. Все опубличили, утра не стали дожидаться. Ну, Виск, конечно, наверное, я понял, почему Виск писал журналиста. Он его писал, потому что Мединский, понимаете, глава делегации, Мединский. Ну, то есть, понятно все. Все, делегации сформированы, делегации есть, и это здорово, я считаю, да. То есть, очень интересно, как отреагирует украинская сторона, как вообще завтра все будет происходить. Состав делегации зачетный. Ну, а он другим и не мог быть. Он должен был быть именно таким, потому что Россия видит это как продолжение Стамбула, который... Ну, у нас, если бы не стреляли участников переговорных групп, как Киреева, например, да, ну, он не в Стамбуле, по-моему, да, он Киреев, он там в Гомеле и так далее, ну, тогда все было хорошо. Да, интересно, пляшут девки. Да, смелый народ смелой Украины, действительно. Арестович приедет в Стамбул, вот тоже хороший вопрос, да. Вот понимаете, какая история, как все поменялось. Ермак там и так далее. Да уж, действительно. Так вот, понимаете, вот чем это отличается от вот этих всех противозаконных, что значит, мы вас выгоним, идите, там, не возвращайтесь никогда, а вашу квартиру мы отдадим ветерану там или кому нужно, все равно от вас толку никакого нет. Причем это мне напоминает, вот сегодня тоже фрагмент был, утро на «Комсомольской правде». Есть такой спикер Веселовский. Вот что он говорит. Той территории, которая тем или иным способом станет нейтральной, еще какой-то, там появится внешнее управление. Он Николай Янович Азаров вернется, возглавит. Обязательно... Значит, смотрите, то есть он сейчас рассказывает про модель, когда есть какая-то территория с внешним управлением. Это вот тема такая, что Азаров там будет управлять на какой-то территории, да, какой-то там спорной или какой-то там определен подмандатной ООН, вот то, что там Путин, помните, как бы намекал, давайте обсудим, и это все как бы развели руками, в том числе и в ООН. Ну, в общем, это теория, что будет какая-то вот история, территория Украины присоединенная к России, а будет еще некая такая вот, какая-то другая, да, и третья, да, вот, ну, на которую повесят все долги, и которая будет вот Украина. Есть такие все расклады, то есть суть не в раскладах, суть в том, что он говорит. Появятся фильтрационные какие-то лагеря, в которых людей будут просвечивать насквозь. И будут работать чекисты годами на освобожденных территориях, даже если это будут полусерые территории. Чекисты будут, и фильтрационные лагеря. Ну, понимаете? То есть, чем вот этот Веселовский отличается от вот этой вот тоже мадамы? Не, отличия есть, принципиально есть. Там есть одно дело расклады, другое дело. Но по сути, ну, смотрите, когда вот это вот возникают же периодические вопросы, а за что там воюют, да? А почему война, а почему там возьмут штыки в землю, не помирятся? Ну, как там в романах там, о Первой мировой войне и так далее. Да вот потому, что есть вот такие вот есть придурочные, как вот эта дамочка, которая там, да, вот это вот, давайте выгоним, давайте все, вот ты ухилянт, ты такой-сякой, вот она раскалывает изнутри. А снаружи мы видим, будут у тебя фильтрационные лагеря, будут чекисты и так далее. То есть вот эти посылы, они абсолютно отдаляют обычного там человека, да, который там против войны, против... Ну, а как тогда хотеть, чтобы была полусерая зона и куча чекистов, и тебя просвечивали насквозь? Конечно, ну, надо воевать, да, а ты воюешь, получается, если ты не хочешь воевать, то есть народ вот так вот загоняют, понимаете? Народ обычный загоняют в голове
гадят, а потом что мы имеем после этого? Ну, потом мы имеем, что вот там в Киеве сегодня, да, вот прошла такая вот новость. В общем, это фрагмент ДТП. Бусик попадает в ДТП. Ну, там пошло уже официальное сообщение. В общем, они там боролись, что-то там этот вывернул руль, ухылянт. И они, 2 человека там они везли, они были в наручниках. Разница там официально, неофициально отличается. По неофициальной версии там они вдвоем выскочили. Ну, ДТП серьезное, там ударена, машина дальше ехать не может. Один выскочил и потом вернулся самостоятельно в бусик, второй сел и уехал куда-то, ну, сбежал. То есть по официальной версии они вдвоем. То есть выскочили только бежать, там это, а потом поняли, что наручники там это далеко, и вернулись. И вернулись в наручниках. Защитники Родины. Потому что выгонят и не запретят никогда въезжать. И вообще вот такие вот есть мнения, понимаете? А с другой стороны, вот есть фильтрационные лагеря. Ну вот как, да? То есть что? Ну как-то... И вот поэтому такие обреченное настроение по поводу этой всей мобилизации и всего на свете. А параллельно с этим выходят потрясающие материалы, за которых прям вот хочется гордиться страной. Бравые журналисты нашли вот прям замечательный материал, его надо прям посмотреть, короткий, но очень, он обо всем говорит о стране. Значит, в Николаеве женщин берут на работу, обучают устанавливать солнечные панели. Значит, ну, понятно, да? То Я есть, з Миколаєва. В 22-му році в липні наш завод розбили 2 російськими ракетами, і ми перестали працювати. Зараз ми шукаємо можливості для відновлення, і один із варіантів – це встановлення сонячної станції і продаж електроенергії на початку, потім для власних потреб. Значит, завод разбили, ну, надо что-то делать, ну, давайте установим там, я так понимаю, на руинах или где-то там еще, ну, здание какое-то там осталось, уже, давай поставим солнечную энергию и будем гнать электричество. Зеленый тариф нормально, можно денег поднять, ну, в общем, давайте. Але чоловіків дійсно в Миколаєві не вистачає. Мужиков нет в Николаеве. Мужиков. И вот пишут, из-за атак Российской Федерации на украинскую инфраструктуру кадровый голод. Из-за атак кадровый голод. Ракета специальная нацелена на мужика. Из-за ТЦК у вас кадровый голод. Ну вот показывают, женщина стоит, вот это вот... Ми поспілкувалися з ними, ми бачимо те, що жінки хочуть розбудовувати Україну в зелений спосіб. Жінки вчаться самі монтувати станції, самі підіймати їх на дах, самі встановлювати, самі кріпити ці панелі на дах. Это потому, что они хотят. Они хотят, женщины хотят сами поднимать, вот это крепить, устанавливать. І цей навчальний курс, він допоможе не тільки для тих, хто хоче займатися монтуванням. Ну, женщина, крути гайку крепления солнечной панели. Нормально. Курсу зможе, наприклад, займатися проєктуванням. Зараз вам треба піднятися і ці от рейку верхню тепер закріпити. Ну, то есть какой-то специалист с отсрочкой, наверное, преподаватель, поэтому мужиков же мало, вот он женщин учит, этот мужик учит, как линеечка, смотрите. А после вот обучили женщин, а потом вот отправят практический опыт получать. До нас вже звернулося декілька компаній, які зацікавлені в тому, щоб наші випускниці вже почали в них працювати. І окрім цього, ми також плануємо залучати жінок до встановлення сонячних панелей на тих об'єктах, які реалізує Greenpeace Україна. Ну, то есть, понятно, Greenpeace, Украина, зеленая энергетика, и вот мы, женщин, планируем свои проекты, и вообще, и вообще клиенты, спрос какой после наших курсов. Мы, гляньте, как они там сидят по кабинету, лазят, там, выгородка там крутят, как это специалиста сделали из женщин. Вот такая вот Украина. Вот такая вот Украина. А там, где действительно готовят, ну вот, специалистов, вот, пожалуйста, Министерство образования и науки Украины. Но это не курсы, это объявление сфотографировали на кафедре, КПИ, по-моему, да, КПИ.
Значит, список приемной, ну, в общем, комиссии, да? Комиссии там по отчислению, там по всему. Сдал, не сдал экзамен. Ну, пожалуйста. Представитель ТЦК. Представитель ТЦК. Давайте так что крупнее было. Вот. Вот они, так сказать. Ну, пожалуйста. Представитель Шевченковского ТЦК СП. Ну, вот комиссия, пожалуйста. Вот и все. Нормально. Женщины крутят. А ТЦКшники, да, вот в этом всем. Причем примечательно, что если ты вот все-таки попал, то там тебе не просто там роллы и все остальное. Да? Не просто. Оказывается, тут вообще поднимаются потрясающие вещи. Причем там, где не ждали, на Радио Свободе. Тем, от кого не ждали, я показывал этого потужного геополитика уже когда-то, этого военного. Так он рассказал вообще страшные вещи. З компенсацією житла, з земельними ділянками, з грошовою компенсацією. Розказати, яка ситуація в місті Києві, та що приходить через Київську міську раду, через Київську міську державну адміністрацію? Ага. Но вы же видите эти честные глаза. Вам вообще рассказать, что через Киевский горсовет, администрацию происходит? Беспредел. Рассказать? Ну розкажи. Чи самі знаєте, яка такса? Яка такса за те, щоб зайшов ветеран і взяв участь в цій програмі? Ну, якщо у Про це вас всі вимагали, знають. Олеже, то скажіть, якщо ви дійсно знаєте. Вимагали у моїх друзів, я дійсно... Значит, у тебя вымогали, у меня не, у моих друзей вымогали. Короче, смысл в чем? Ты заходишь как ветеран, а тебе положено, ну, вот эти там гектары земли, там какие-то там, ну, привилегии, да, ветеранские. Мне, говорит, такса надо платить. Знаю, тому що є відповідні громадські організації, які туди заведені за руку, зокрема паном Кличком в місті Києві. І там існують такси, просто тупі такси. Ти без такси туди не зайдеш. І це відбувається з 2014 року. Значит, что это только что было? Откровение? Нет. Минусовка Кличко. Элементарная. То есть тыловой военный, ветераном он себя называет, сказал нам страшную тайну про таксу. Таксу, чтобы минусовать Кличко. Вот. Понимаете, в чем дело? Землю не получишь, ничего не получишь. Вот так вот. Офис президента играет, он продолжает играть в эти игры. А ему в ответ, например, Белецкий, который тоже решил серьезно, ну как воюя или повоевав, или там покомандовав теми, кто воюет самой передовой, там третий штурмовой, тоже решил поиграть в политику. Он берет больше. Кличко то такое. Давайте Міноборони укусим. Хочу подякувати Міністерству оборони. За 3 місяці 3-я штурмова бригада не отримувала жодного FPV-дрона. Нам не вистачає. Значит, за 3 месяца ни одного FPV-дрона. А где же эти все миллиарды дронов? Вот эти, которые там делаются, вот эти все Зеленский, все. Вот их подразделение, вот там корпус, да, ни одного дрона не получал за 3 месяца. Без FPV, які поставляла держава, ми нормально просохли за ці 3 місяці. Тому що знову таки величезна смуга. Вот так вот. Нормально просохли. Вот такой шум, друзья. Вот такая, собственно, у нас сегодня вот такие темы, вот такая программа. Ну и напоследок, да, о том, кто реально нормально просох сегодня, это эстонцы. Представляете? Встречают с вертолетами. Значит, Эстония. Требует бросить якорь. Значит, это корабль. Его, ну как, принято считать, это теневой флот. Да? Вот Эстония, мощно. Там несколько катеров. Вот это ж море. То есть там корабли. Угрожали, сейчас высадим десант на корабль. Возьмем на абордаж. Вертолет туда тут летает. Все очень грозно. Ну посмотрите как. This is Estonian warship, Papa 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Короче, следуйте, да, моим инструкциям. Короче, сдавайся. Корабль, сдавайся. Your course to 105 immediately. Over. Yes. Ой,
А тут внезапно, ну, он говорит, МиГ, это оказался Су-30, ну, вроде как пишут разные источники, средства массовой информации, и тут внезапно появляется самолет. मिग वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है एयरक्राफ्ट है हाँ ड्रोन जैसा ही है ये Ну, это вот грозные катера эстонские, которые планировали задержать судно. Ну да, с разгона. Он же циркачи, да? Ну, то есть это вот взять на абордаж они пытались, вот это все, но сообщают, там сложно проверить, по картинке мало понятно, видно, они очень грозные эстонцы с катерами, решили задержать судно, но после появления вот этой сушки в небе, они куда-то, ну, в общем, отступили, и экипаж пошел дальше. Эстонцы, видите как, знатная провокация. Вообще, конечно, такие моменты в такие периоды просто так не делаются. Когда там провоцируют на море, здесь провоцируют, оп, да, венгры, а что с венграми? Какие-то беспилотники непонятные. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Такие времена очень опасные штуки, очень опасные фортели. Да, друзья, всем, значит, вот такой шум сегодня, да, постарался там в 1,5 часа, значит, постарался, так сказать, ну, пишут, эстонские тигры сдрыснули. Нет, ну понятно, что никто не хочет какое боевое столкновение производить и как бы проводить. Пираты 20 века, да, немножко похоже. Значит, спасибо большое, спасибо за то, что за поддержку, спасибо за то, что, ну вот, да, вот вы, за то, что мы вместе этим вечером. Значит, это, конечно, ну, параллельно с этим, да, вот час назад там 80 шахедов пустили. Состав делегации все сейчас обсуждают, действительно, состав экспертов, что вообще к чему. Ну, как бы посмотрим. Очень, очень интересная завтрашняя интрига. Причем буквально там 10 минут назад сообщили, что Зеленский уже направляется в Турцию. То есть он направляется. Направляется ли Путин, непонятно. Ну и все констатируют, что, ну, все думают, а какая будет реакция США? Да? А какая США? Потому что все четко понимают, что завтра, скорее всего, будут требовать то же, что и в 2022 году. Нейтральный статус, сокращение армии, никакого иностранного оружия. Ну, а вопрос на земле — это то, что изменилось за 3 года. То есть, я так понимаю, вот это действительно важно. Да, значит, мы действительно с вами вот все правильно поняли про Путина. Все правильно поняли про Зеленского, про его перформанс. И это радует, да, что нам удалось это сделать. Это бесспорно радует. Ну, так это я пробежался по новостям, друзья. Спасибо большое, значит, всем за то, что поддерживаете, за то, что пишете, за то, что ставите лайки и, ну, там, как добрым словом, добрым делом, там, репостом, еще чем-то, вы все равно следите за шумом. Примечательно, что, ну, по поводу вопросов, да, то есть я бы хотел начать с клуба зрителей и немножко пообщаться с чатом. Значит, Павел Чичулин, значит, тут стыдится за родину, что
не за тебя, да, а за уродов тех, которые глумятся. Не волнуйся, выздоровеешь, поправишься. Ну, вот так. Значит, Александр, здравствуйте, Александр, долгое время был против этой войны, но слушая русских и украинцев, заметил одну закономерность. Если в России основной нарратив это то, что мы боремся за людей, которых там обижают, хотя я понимаю, что это, ну, трындеж, наши власти о нас не могут позаботиться, ну, он с России, видимо, человек пишет, но в душах простых людей это отзывается. В Украине же в основном говорят, что это наши земли и ни слова о людях. И после этого у меня начало меняться мнение, кто же все-таки прав. Смотрите, о людях Зеленский тоже много говорил. Наши люди, наши... Там вопрос, наши люди. А на земле люди видят, когда жгут книги, когда вот это вот дурдом этот весь, да, а на земле эти люди видят, что это наши люди, а вот это не наши люди. И от этого становится тяжело, горько, трудно и так далее, понимаете? В этом проблема. Наши не наши люди. Вот и все. Значит, зачем Зеленский едет, если Путина не будет? Олеся Донская спрашивает меня. Олеся, ну как зачем? Смотрите, он ту игру, в которую он играет, надо доигрывать до конца. Он едет за тем, чтобы сказать, что Путин меня боится. Он об этом вчера говорил. То есть он говорит, я уже молчу по поводу того, что Путин меня боится. А завтра он не будет молчать, он будет выходить и, как бы, понимаете, вот когда там, как американцы отреагируют на Стамбул 22 года. А мы не знаем. Они могут хорошо отреагировать, сегодняшние американцы, сегодняшняя администрация, на условия Стамбула 22 года, потому что тогда у них все, карт-бланш, понимаете? То есть у них там ресурсная сделка, которая полностью готова, у них все там с русскими, вась-вась, мир, все красиво, все замечательно, они занимаются своими делами. А Украина осталась с гробами, могилами, с вот этими вот бесноватыми, которые бегают там, да, книги жгут, и все. И вот этой властью, которая хочет усидеть, потому что если она только намылится, понимаете, никто не даст Зеленскому гарантии безопасности. Точнее как, дать могут. Даже Путин может дать Зеленскому гарантии безопасности. Ну вот при исходе там Стамбула, да, выполнение условий Стамбула, ему говорят, окей, все, мы тебя не трогаем. Американцы говорят, гуд Вальдемар, гуд Владимир, гуд, Зеленский, ура, ура. Британцы говорят, ну ты ж вообще наш слон. И все. Так он внутри Украины столько людей обидел. Он сейчас летит выеживаться, что вот я прилетел, а Путин нет, или там я прилетел, где Трамп. Никто же не просчитывает варианта, что а если не будет Трампа, а будет Путин и Зеленский? Ну вот, смотрите, понятно, что для Путина это невыгодно, я уже это говорил. То есть вы, ну, я с позиции Зеленского. А если не будет Трампа? Ты будешь один на один. Вот этого никто не просчитал. Ну, то, что никто не просчитал, об этом, ну, это не комментируют, потому что это очень маловероятный сценарий. Ну, я согласен, что это очень маловероятный сценарий. Ну, допустим, представим, смоделируем ситуацию. Плюс, если он будет на разрыв кричать
Эта встреча действительно будет, если Путин и Зеленский, да, это будет, конечно, будет нечто. Да, друзья, появился звук, это, скажем так, махнул рукой не туда. Значит, спасибо большое за этот вопрос. Кто понимает дактиль, да, смешно, конечно. Так, значит, Саша Шелест, а что Надежда Савченко погибла? Есть такая информация от российской стороны, украинская не подтверждала. Смотрите, когда, значит, вот это вот важно, когда, да, то есть речь идет о жизни человека, надо искать подтвержденную информацию. Здесь версии бессмысленны. То есть или жив, не бывает так, что полужив, полумертв. Вот здесь нужно четко. Ну, посмотрите, давайте так, давайте тоже по-честному. Надежда Савченко честно воюет. Она может честно умереть в бою. То есть погибшего в бою, там, ну, давайте так. Это все равно как бы, у нее есть ценности, убеждения. Я говорю есть, потому что все-таки думаю, что, ну, есть вероятность, что она жива. Она за эти ценности взяла и пошла и воюет. А не отсиживается там, где непонятно где. Вместе с вот этими депутатами, которые рассказывают нам о том, что вот, еще и идеологию вот эту ухылянскую проводят. Вот ты ухылянт, ты там такой, ты сякой. Она поступила честно. Человек честно, заряженный шел, заряженный ушел. Ну вот так, если ушел. Значит, Киркорова в Турцию, ну понятно. Путин последовательно, Мединский предъявит делегации просроченного новые условия. Марина. Да, значит, последовательно, но с новыми ценностями. Да. Не ценностями, это я прочитал, с новыми реалиями на земле, да, то есть с новыми территориями. То есть, если раньше шла речь, да, там, Луганская, Донецкая область, Крым, ну и вода в Крым, там вот эти все там моменты, сокращение армии, денацификация, то есть там идеологические вещи. Вот тот Стамбул. Этот Стамбул будет, понятное дело, жестче и болезненнее. Кого ты видишь президентом Украины? Того, кто власть возьмет. В политической плоскости, если брать политической плоскости, я думаю, что, ну, не президентом, а временным каким-то еще, я бы, конечно, ну, в условиях там временного правительства, не того, что Веселовский рассказывал, временного правительства, а вот какого-то в Украине, да, вот временного правительства, ну, как бы, я думаю, что должен быть какой-то старый политик. Их всех хейтят, говорят, вот, у них нет шансов, это все ерунда. Но для переходного периода нужен. Он может быть там год, может быть еще какой-то, а потом будет обновление уже другое. Нужен старый политик. Компромиссная фигура. Нужна компромиссная фигура. Но именно политик. Женщина, мужчина, не знаю, но именно политик. Это мое мнение. Ну, мне бы так хотелось. Потому что, условно, сейчас быстренько провести выборы, переизбрать Зеленского будет черти шо. Закручивание гаек, диктатура и все остальное. Выбрать какого-нибудь, ну, например, боксера там очередного. Ну, я имею в виду Усика, не Кличко, а Усика. Ну, вот быстро выбрали какого-то не политика, и будет вообще беда, понимаете? Потому что мы не вылезем ниоткуда, никакой коррупции ниоткуда. Там будут дорывать последнее из того, что есть, из остатков помощи американской и европейской. Поэтому вот так. Должен быть старый политик, мне кажется. Так будет правильно. Лысого с квартала 95 еще не пробовали. Слушайте, так он такой, этот комментатор, вы что там, ух. У него там телеграм-канал, он там вещает, там комментирует каждый, там, думаю, ничего себе. Вот это у них там Нива. Мединский троллинг 80 уровня, да. Тимур вот пишет о том, что это намек на второй шанс. Нет, это последовательная позиция, это не намек. Это не намек. Это вот прямо. Все, Стамбул. Вот я даже представляю, как стамбульская делегация будет себя вести, российская. Значит, смотрите,
Вот это смотрите, Арахамия. Арахамии, кстати, нет. Заметьте. Арахамия парафирована вот здесь, вот здесь. Смотрите, за 3 года у вас там увеличилось оружие, численность войск, ну и так далее. Сокращаем вот так. Территории сокращаем вот так. Ну или там, не сокращаем, а в смысле, ну там такая линия разграничения. То есть, ну и поехали, денацификация, памятники там и так далее. Вот это все, то есть русский язык, политический там обмен всех на всех. И вот это вот, пожалуйста, пожалуйста, соглашайтесь. Нейтральный статус, естественно. Ну, как-то так это все будет. Саша, про фильтрацию и прочее, но это люди, никто. Официальные лица со стороны такое никогда не говорили, не скажут, а вот ваши официальные лица говорили, и ваш президент советовал собираться ехать в РФ. Артур, принимается, но я в данном случае показывал двоих никто. Двоих никто, заметьте. И проводил параллели. И этим питаются, это изрыгают, и вот этим живут. Ермак, да, интересно. Интересно, как будет действительно вести себя Ермак на этих переговорах. Александр, как поступать с простыми украинцами, которые разжигали рознь, призывали убивать всех россиян, включая детей, сказать ай-яй-яй, поставить в угол и в санатории в Ялту, не Винни-Пуха. Да, да, потому что... Да, потому что, смотрите, ну, ровно такие же есть, которые там мочить хохлов говорят. То есть, смотри, это все риторика, это наносное. Это то, что мы пропустили и не умеем отделять. Мы в большей степени, потому что, как тут правильно заметили, допустим, ну, там, Путин позволял себе пару таких моментов, но вот такой прямого идиотизма такого не позволял. А депутаты разные позволяли. Ну, там депутаты, что в России, что в Украине, они тоже такие. В основном вот эти лидеры мнений, там вот эту чушь несли. Одни говорят там, бей москалей, другие там, бей хохлов, вот это все, и в разных ипостасях. А народ вот этим, ну, вот это все напитывается, выдает на гора. Я более чем уверен, Мне даже, знаете, есть пример такой, если кто-то видел, может кто-то видел, как Собчак беседовала с белорусским вот этим Озаренком. Ну, если кто-то интервью видел, то есть они же абсолютно не переваривают друг друга. Ну, или вот это, или та же Собчак с этим, этот Стас, ай как просто, ну, вот этот блогер, который, да, тоже там политику освещает. И вот они с ним беседовали. Причем заочно друг друга поносили, на чем свет стоял, да. Но вот они встретились, и в принципе, да, не без напряга, ну, то есть медийного. Я сейчас объясню, почему я. Но разговор состоялся. Где-то шутяги, где-то подколки, где-то действительно такие злые моменты, где-то такие эмоциональные. Ну, в принципе, получилось нормально. Я этот пример привожу, потому что ровно такие же украинцы, которые друг на друга, там, с русскими друг на друга кричат, они вот примерно вот так будут говорить. Потому что за плечами и у тех, и у других, простите, не отдых на Мальдивах, а тяжелые эмоции, вызванные вот этой войной. И тут неважно, и там гробы, и там гробы. И они найдут о чем поговорить и встретятся. Вот это вот подумайте. Аналогия, может, не совсем корректная, потому что там Собчак сразу там, ну, прикрутят что-то. Или там, например, Озаренок, он вообще белорус. Ну, вот, или там этого Стаса, да, который, да, тоже там со своим бэкграундом. Нет, не берите персонали, и берите именно тональность разговора. Вот примерно такой же тональности может быть, если все решить, закончить и остановить. Я, например, за это. Я думаю, что шансы есть. Ну вот минимальные, но есть. Но Путин не приедет. Да, действительно, вот подсказывают в чате, пишут, и люди в клубе зрителей пишут, улетел в Анкару. Ну, как мы и говорили, Зеленский улетел в Анкару ждать Путина. Как-то так.
Украина не собиралась проводить переговоры, они пытались затащить Путина в Стамбул, им нужен договор, то они могли решить с Мединским, это было в 2022 году, им тогда Путин не нужен был. Нет, тогда не нужен был Путин. Нет, сейчас нужна вот эта картинка прямых переговоров. Им сейчас нужна... Смотрите, я много раз рассказывал, почему нужна Зеленскому эта история. Нужна Зеленскому лично, персонально, нужна для Трампа. Это очень... Есть что вытащить из этого. То есть из самой даже формальной никакой. Просто пришли, встретились, закрыли двери, чего-то там 15 минут. Вот Зеленскому, вот он такой, он человек на 15 минут. Ему 15 минут в кадре с Путиным, все. Остальное все потом, это все ерунда. Ему есть что из этого извлечь. Плюсов много, политических и внутри, и снаружи. Но прежде всего снаружи. Вот Путину это не нужно. Вот не знаю, я предполагал вчера и остаюсь при своем мнении. Если Путин поедет, то это должно быть что-то феноменальное. Какое-то предложение со стороны Соединенных Штатов Америки, более того, о котором уже договорились. Если он туда приедет. А так, да, вы правы. Тут задача чисто затащить. Добрый вечер, здравствуйте. Значит, Зеленский самозванец, самозванец, Александр, никого другого нет, понимаете? И вот тут нужно понимать эту тонкую игру. Это значит, вот у меня прям... Да, друзья, время позднее. Спасибо за ваш труд, спасибо большое, Эдуард Эдуардов. Спасибо всем за то, что были вот до такого поздна, почти без четверти 12. И наступает. Да, шелест, шум — это шелест у микрофона. Да, так и есть. Хотя там шелест умничает, есть и другие еще разные варианты. И наступает 15 число. И вот посмотрим. Все в полете, все летят. Кроме Путина. О нем пока не сообщают. Да? Ну, посмотрим, что будет. Очень завтра насыщенный, интересный день. Я всех приглашаю на свой канал. Наверное, имеет смысл будет пообщаться и завтра вечером, примерно в это же время. Я очень благодарен за то, что вы поприсутствовали. Не забудьте поставить лайк. Всем добра и света. Хорошо пошумели.